про аренду автомобиля. Предварительно Артем через сайт связался с компанией, выбрал автомобиль, договорился, заплатил за него сразу полностью всю сумму, да. И приезжаем мы в этот сервис. После заполнения, долгого заполнения всяческих бумаг, оказывается, что нужно поставить депозит. Депозит платится только с карточки. Никакого кэша они не принимают ни в каком виде, потому что им нужна какая-то гарантия, что если вы что-то там сделаете, вас найдут как бы международно, да, то есть банка так или иначе снимут. Карточка одна не подходит. Что же делать? Даем вторую. У меня, слава богу, есть вторая карточка. Вторая карточка есть у Артема. Конечно же, даем. Уже именная. Не подходит. Сумма факторов такова. Карточка должна быть обязательно с вашим именем, не безымянная какая-нибудь. А какая у тебя, кстати, как эта карточка называется? Gold универсальная приватовская. Универсальная Gold приватовская не работает. Она не требует никаких даже звонков в банк, чтобы заплатить за границей. То есть она работала реально в Исландии, а здесь... Бельгии, да, в Бельгии, Португалии. Я платил тоже. Ну типа в ресторане или где-то. Да. А здесь... Так в Исландии я при помощи нее забронировал машину, и все окей было. Ну вот, собственно, был такой еще Car Rental исландский, и он все принял без вопросов. А здесь получается, что карточка, если без имени, уже не проходит никаким образом. Следующее условие. Если карточка с именем, но дебетовая, то есть на ней нигде не написано, что она кредит-карт, она тоже не проходит. Поэтому выход только один. Если у вас совпали звезды так, что у вас есть права, у вас есть паспорт, у вас есть кредитная карточка, где написано кредит, и на ней есть ваше имя, только при всех этих условиях вы можете арендовать автомобиль в порт, в Португалии. Не знаю, как мы в следующем Car Rental будем, но пока что ситуация такова, что... Соответственно, если бы я путешествовал сам, то я бы не смог арендовать машину никаким образом, потому что оформить кредитку в каком-то португальском банке я не могу, потому что я иностранец. У меня 2 дебетовые карточки, нет кредитной карточки, и у меня нет человека, который со мной путешествует, у которого, слава богу, что человек получил права, и они международного стандарта. И они регистрируют тебя как дополнительного водителя, за который ты платишь дополнительно 20 евро, да, за 2 дня. 10 евро в день. 10 евро в день за дополнительного водителя. То есть, по сути, у нас 2 водителя вместо одного, то есть мы доплачиваем, и как бы оплата произошла совершенно с другой кредитной карточки, чем собирались. То есть даже при том, что если вы планировали как-то бюджет и, допустим, распределяете как-то деньги по карточкам, не знаю, в своем путешествии, ну, некоторые занимаются такими делами, вот, то можно очень сильно пролететь с этим всем моментом и, не знаю, искать поезд. Для полной ясности, депозит заморозили на карте Саши. Она является кредитной, и на ней указаны его фамилия и имя. Но если бы у него не было водительских прав, то они бы и на его карту не согласились, поскольку снимать депозит можно только с водителя. Поэтому пришлось оформлять его вторым водителем. Об этом не написано в договоре. В договоре написано просто, что снимется депозит. Если что, компания заморозится. Авис, да? Авис и Budget. У них конкретно в офисе кэш не работает. Карточки, кроме кредитки, никакие не работают. Да, что имейте в виду, что можете попасть в серьезный просак. В чем плюс? Ты вроде тоже хотел покататься, да? Да. И поэтому ты можешь это сделать легально. Мы это хотели сделать просто так. Нелегально. И это был бы риск, что нас могли бы остановить оба по закону подлости, и были бы проблемы. И, кстати, что еще надо сказать, всегда проверяйте царапины на машинах, потому что они не указывают настоящие царапины. Вот у нас вообще показали одну царапину, которой на машине нет. Да. И типа сказали, это единственная царапина, а все остальное не парьтесь. Мы посмотрели, есть царапина в другом месте на багажнике, а в том месте, где не указали, царапины нет. Да и то, вот, должны были арендовать Volvo, да, насколько я понимаю. Да, в итоге потом, у нас Мерс. В итоге у нас Mercedes. Ну, это приятно, конечно. Да. Ну, как это? Почему произошел обмен? На самом деле, очень часто практикуют компании, что типа они пишут там модель Volvo or similar. Ага, or similar. Да, то есть типа очень редко, если вот ты разве что кабриолет, да, арендуешь, да, то есть это эксклюзивная штука в своем роде, да, там она одна, тогда тебе гарантируют именно эту модель машины. А если ты бронируешь просто там эконом какой-то мини, какой-то там Toyota Yaris, или вот я в Исландии, по идее, забронировал Toyota Yaris, в итоге я ездил на Kia Rio, Ага. то есть similar класс. Но не пожалел об этом.
Нет, конечно, отличная машинка. Очень крутая.